Самая первая акция сквотирования в Минске, которую, по крайней мере, помню я, это была акция оккупации, которая происходила в 2000 году, я в ней не участвовал. Вот. Это сквотировали одно здание в центре города, это была показательная акция, так как были приглашены люди из СТВ, нового телеканала, то есть были приглашены какие-то музыканты. Вот. Но естественно, что в первый же день этой акции приехали менты, повинтили несколько человек, и все это было разогнано. Вот, эта акция еще как бы была акция солидарности с каким-то чешским сквотом, но это тоже, как сказать, была показательная акция, не претендующая на что-то больше. Вот, следующий подобный пример, это было где-то в 2006 году, это не совсем сквот был, это был дом, который мы снимали, за который мы платили деньги, пускай минимальные, но все-таки это был пятиэтажный дом, в котором это был двухэтажный дом, в котором было 5 комнат. Вот, он тоже почти не был достроен, там были большие комнаты, которые мы расчищали, выносили оттуда мусор. Там был большой кинозал, была точка для репетиций, где музыканты репетировали. Была библиотека, там постоянно жило несколько человек, но, к сожалению, он долго не просуществовал, там была куча разных проблем. В итоге все переросло в то, что мы заходили на дом, а там повсюду было насрано, никто за собой не убирал, наблевано все. И в итоге, сквот сам с собой начал загниваться. Вот, его было такое название «Flat». Мы нашли это здание 30 мая. Эта идея нас давно не оставляла, найти, засквотировать какое-нибудь здание, но оказалось абсолютно нереально на самом деле. Вот, мы приехали сюда ночью, где-то в полночь, и этот дом, он настолько был жуткий вообще казался ночью, с кучей наваленного стекла, строительного мусора. Мы даже побоялись заходить сюда без света. Вот это именно какое-то вдохновение, но осталось. Мы приехали сюда на следующий день уже, когда было светло, и решили, что да, мы будем делать. Еще не знали, честно говоря, что мы будем конкретно здесь делать, но желание что-то делать было. Не знаю вообще, продержится ли это до завтрашнего дня и что с нами здесь будет, мы просто начали делать. Чистить, убирать какашки. Здесь было по колено всякого мусора, грязи. Здесь в этих комнатах стоял реально запах именно, не знаю, говна каких-то, не знаю, трупов, чего-то еще. Вот, но мы все это вычистили буквально. В первые недели стали
уже заниматься какими-то ремонтами, обустройствами, покрасками, рисунками. И где-то через месяц, даже меньше, в 20-х числах, по-моему, июня, мы сделали здесь сначала такую вечеринку с соевым шашлыками на улице. Пригласили людей вообще, чтобы посмотрели, что есть такой дом, что здесь можно что-то делать. И потом через какое-то время, когда у нас появилась возможность провести электричество, сначала временное, мы сделали здесь кинопоказ, тоже пригласили людей, и с тех пор у нас стали достаточно регулярно уже проходить какие-то мероприятия. Вот, абсолютно нелегально занятый. То есть, понимаете, это когда вы с кем-то говорите об этом месте, когда вы ведете сюда каких-то людей. В этом месте проходят не только концерты. Концерт — это первый у нас. Здесь постоянно происходят всякие тематические мероприятия, воркшопы, кинопоказы. Если вам интересно то, что здесь происходит, помимо развлечений, записывайтесь на рассылку и получайте расписание того, что здесь происходит. Приходите к нам в другие дни. Сейчас песня под названием «Последний диктатор». Спасибо. С того момента, как мы заняли это пустующее здание, первое, что мы здесь делали, обустраивали его, ремонтировали, занимались оформлением, и это была одна такая первостепенная задача. А потом, когда к нам стали залазить и постоянно что-нибудь отсюда выносить, мы, занимались обеспечением безопасности. И каждый раз эти грабители придумывали какую-то новую лазейку, и нам приходилось в ответ придумывать какой-то новый изощренный механизм, чтобы они не смогли попасть. Больший акцент сейчас идет на проведение каких-то мероприятий. Сначала это были кинопоказы, показывали по 2 фильма в неделю. И причем фильмы выбирались такие, которые действительно можно обсуждать, чтобы они были на какие-нибудь волнующие темы. Но не всегда это удавалось, иногда фильмы были совершенно ни о чем. Помимо кинопоказов мы еще стараемся проводить какие-то другие мероприятия, обсуждать вещи, которые нас волнуют, учиться чему-нибудь. Каждый, кто что-то умеет, может прийти сюда и чему-нибудь научить своих друзей. Еще здесь мы хотим проводить какие-нибудь тематические мероприятия. Иногда, у нас сейчас скоро будет Зинфест, и здесь мы можем проводить дискотеки, мы сейчас убираем подвал для того, чтобы здесь можно было делать какие-нибудь даже концерты. В общем, любая инициатива, которая у людей появляется, здесь, в принципе, можно делать. И это очень здорово, что появилось место, в котором каждый может проявить себя как-то, или нарисовать рисунок, или создать группу. Самое ценное, что мы можем вообще получать от этого дома, это опыт взаимодействия, самоорганизации. И все, что мы здесь делаем, мы вкладываем в себя полностью, несмотря на то, что каждый день может стать последним в этом доме. И нам это все равно, потому что, если мы будем не полностью выкладываться, то зачем все это вообще делать? В принципе, вообще в Сколоте, наверное, самая классная вещь — это не то, что он является зданием или, может, даже нашим действием, а то, что мы здесь все делаем вместе. А то, что мы делаем вместе, это, в принципе, сближает людей. То есть мы лучше узнаем их, это уже не do it yourself, а do it together. И это реально круто.
В целом, весь опыт дома, да, опыт сквотирования в таком каком-то небольшом коллективе, там, я не знаю, человек 10-15, которые постоянно всем этим занимались и занимаются сейчас, стал каким-то таким сплоченным, порой некоторые люди обвиняют там в каком-то диком сектантстве, то, что мы дальше этого дома не уходим, и тому подобные вещи. Ну, это абсурдно на самом деле. Мы постоянно, в принципе, меняемся, друг друга меняем, чему-то новому учимся, что-то изменяем в наших, там, я не знаю, каких-то подходах. Тут постоянно какие-то дискуссии ведутся там политические. Но это очень важно на самом деле. И как не перестает повторять одна девочка, что даже если нас выселят отсюда, я думаю, в истории каждого человека это останется как очень важный шаг к дальнейшему развитию в анархизме и взаимодействии вообще с людьми. Но это реально для нас важно. Ну вот спалился. Знаешь, что я для КГБ снимаю? Туфли на шпильке, это пульс алкогольных коктейлей. Это Ялта в конце недели. О-о-о, ресторанный шлягер. О-о-о, пляшут дяди. О-о-о, ресторанный шлягер. Все родные. О-о-о, ресторанный шлягер. О-о-о, пляшут дяди. Если обрезать. Сейчас вы померите. Может это нарезать? Да, я не знаю. В общем, что говорить? Здорово, уютно. Понятно, что много еще надо сделать. И, конечно, жалко, если все это закончится однажды по чужой воле. Но то, что сюда уже вложили столько труда, и, по-моему, это уже окупается вот каким-то хорошим психологическим настроем. Ну, у нас в Москве тоже был сквот в свое время, в 90-е годы, и он у нас довольно долго продержался, 1,5 года. Скажу, что мы в него, наверное, вложили сил меньше, чем вы уже сюда, да, и, может быть, потому он так легко и закончился в свое время, что никто же не хотел его оборонять, когда стало надо. Ну, в общем, желаю вам того, чтобы в любом случае тот дух, который здесь вас объединяет, чтобы он нашел свое воплощение, даже если дом не останется. Ну, надеюсь, что это Я живой, снайпер, в таком виду хожу по мрамору. Отдаю предпочтение свитеру старому. Мои штаны с легкостью, ближе даже толстяк. Кепка смотрит косо, микрофон сжимает кулак. Мальчишка с улицы, здесь же рака в пиджаках. Мое сердце не остынет в этих серых стенах. Размах крыльев ворон, асфальт, стекло и бетон надиктовывают каждому суровый закон. И каждый принимает игру 2 миллионов. И неважно кто ты, богатый, бедный, толстый, тонкий. Каждый занят наживой, правдивой, лживой и чистюлей, пришивой этим одержимы. Да только плевал я на системы ваших знаний, ваших воззрений, ваших жизненных заданий. Плевал я на ваши планы мироустройства. Пока я жив, в вашей жизни будут беспокойства. Under my skin. А можно вообще ваш голос услышать или нет? Очень интересно. Конечно, очень радует, что мы можем делать много чего сами, без чьей-либо помощи, без чьей-либо денег, вложений, спонсирований и прочей хуйни, которая связана и с капитализмом, и с существующими какими-то развлекательными культурными центрами, которые принадлежат государству, какие-то даже клубы, которые сдают в аренду. Мы не то что полностью независимы, но, по крайней мере, то, что у нас есть это место, мы освободились от зависимости от каких-то, по крайней мере, аспектов нашей жизни. И делаем здесь то, что для нас на самом деле важно. Есть такая проблема наполнения именно
какими-то мероприятиями, то есть смысловым содержанием этого дома небольшая проблема есть, потому что кроме кинопоказов, каких-то отдельных воркшопов, какие кому только в голову придут иногда, особо ничего здесь, никакие постоянные инициативы не происходят. Но я так думаю, что это все дело времени еще, потому что на самом деле наш дом существует буквально несколько месяцев. Это совсем не срок для засквотированного здания и для создания социального центра. Я думаю, что все у нас еще впереди. Мы очень многое можем здесь пробовать, по крайней мере. Получаем этот бесценный опыт. Но это, очень здорово, конечно. Вот здесь у нас выставка самиздата. У нас сегодня первый день фестиваля. Мы провели отличный рэп-концерт только что. Вот у нас очень разные. Здесь есть брошюрки, зины, панк-зины, персональный зин. Вот наш I know, of course, it's very different and very difficult to keep this place, as I've heard and seen, but still it's also difficult in Hungary, for example. Like, we don't have any squats. All of the squats we had were almost instantly evicted. It's really interesting how in Hungary, I think most social groups or like activists altogether really lack cohesion. Like here, I really feel that people just know each other just by some facial expressions or the shake of hands. You can really see that people belong together. In Hungary, that doesn't really exist. I think that there's an activist scene, people do stuff together. There are also people who are very good friends, and maybe there's some kind of community things happening also in Hungary, but I think it's totally different. Also in Lithuania, I felt the same way as in Belarus. It's different. It's more together. There's community. There's Gemeinwesen. Потрясающее место, когда вот сюда зашел, сразу куча впечатлений. Просто необычно так. Вот в городе Харькове такого никогда не было, и вообще нигде не бывал в подобных местах. Просто, не знаю, очень запоминающиеся, и люди такие отличные, все круто, необычно. Настоящий сквот, можно сказать. Чувствую себя очень комфортно здесь и видно, всем нравится. Если это место когда-нибудь кто-нибудь будет закрывать, я обязательно приеду и вместе с вами буду его отстаивать, чтобы оно осталось. Очень хочется, чтобы такие места были. Классные сквоты. Вчера нам стало известно, что наш дом приписывалось к нему угроза населения, которая не так существовала. Но теперь мы сегодня знаем, что к нам нужно строители чистить его. Для того, чтобы снести или для того, чтобы проводить какие-то строительные работы, нам это пока непонятно. Мы сейчас сидим в засаде и ждем какого-либо разрешения этой ситуации. Ну и все мы очень переживаем. Все мы хотим, чтобы он продолжал существовать, потому что скоро уже будет полгода. Но все зависит от того, как он повернется вообще на нас, удача или не на нас. И мы сегодня организовали дежурство для того, чтобы ждать здесь строителей, поговорить с ними, поговорить с владельцем. Но это основная наша задача пока. А еще у нас сегодня будет клуб-пати, и мы всех посадим на ножах, если что. Мы снимаем вещательную сцену нашего фильма финального. Да, посмотрите. Нас щемит сердце, но мы не отчаиваемся, потому что это не последний сквот в нашей жизни. Мы так думаем, у нас остались наши пожитки. Мы перенесем просто новый сквот поначалу. Да, у нас нет опыта сопротивления, нет опыта того, чтобы поднять на чтобы защищать это место. Да, мы будем напомнить. Да, у нас нет такой возможности. Считаю, что но я думаю, что следующий раз.
Лично мое мнение по поводу этого места формировалось, наверное, из понятия границы, да? Когда мы начали вообще говорить о сквотировании в Беларуси, все говорили, блин, ребят, это невозможно, о чем вы говорите вообще, это Беларусь, черт возьми, репрессии, бла-бла-бла. Нам было насрать, на самом деле, на эти границы, которые искусственно, в принципе, созданы, да, людьми. И каждый человек, который занимался здесь чем-то, что-то делал, по сути, мы крушили эти границы как могли. Хотя порой эти границы обратно появлялись в наших поступках каких-то и тому подобных вещах. Но главным вообще аспектом деятельности этого сквота было именно разрушение границ внутри себя и везде вообще. Значит, зачем нам нужен сквот вообще? Зачем нам нужно автономное пространство? Мне нравится думать, что нам оно нужно для того, чтобы сделать какие-то свои вещи, делать вещи так, как хотим этого мы. То есть, я считаю, что сквот, революционность сквота и сквот как контркультурное место или как независимое место, это тогда, когда мы в нем что-то делаем. А мы, по сути, ничего такого не делали. И, конечно, в этом вина не наша, на 100% в этом вина белорусской реальности. Но мысли у меня по этому поводу такие. Для Минска или вообще для Беларуси это вообще заебись было, что 5 месяцев сквот существовал, и что люди появились, которые начали задумываться об этом, что надо какое-то автономное пространство как-то построить и бороться, чтобы это тоже оставалось. Мне вначале нравилось, что там в начале тоже где-то 10 человек тоже всегда собирались и вместе решали все, вместе убирались. Моя критика просто в коллективе, что коллектив, пока он нормально собрался, он уже развалился. Один день там коллектив вместе решил, там, обговорился, что примерно этот день посвящен там очень политичной теме. Примерно там фильм показывали по этой политичной теме, потом дискуссия должна была какая-то быть. А потом все просто хуй забили на это и начали художественный фильм какой-то смотреть. А это один человек из коллектива просто решил и все. И это просто, ну не знаю, так выходило, что потом некоторые люди, ну не знаю, конфликты такие появлялись, что люди с этим недовольны были, что один там решает или 2 человека решает, а других даже не спросили. Для меня коллектив просто означает, что люди вместе все решают. Они просто потом в конце, не знаю, договорились так, тогда можно попробовать, чтобы так вышло. Конечно, иногда по-другому выходит, только если там 2-3 человек просто решили, другим не позвонили, что-то сделали, тогда это не коллектив. И никакая нормальная организованность в этом тоже не вышла. Ну, уже очень много было сказано о каком-то анализе там, того, что здесь происходило. Ну, не знаю, у меня остались в основном очень положительные впечатления, потому что кто-то называл нас очередной там сектой какой-то, которая там устанавливала какие-то свои правила, и может просто это нам, как коллективу, было здесь очень круто проводить время, но мне кажется, очень много ребят присоединилось благодаря этому месту, и мне кажется, это были 5 месяцев абсолютно независимого от капиталистического общества существования, где никакого значения не имеют деньги, там, товары, и покупатели, и потребители. То есть сюда люди приходили действительно потому, что у них был какой-то потенциал в творчестве, в общении, и в этом месте можно было это проявлять. А по поводу какого-то негативного момента меня не отпускает чувство, что мы слишком легко ушли отсюда. То есть именно то, как мы уходили отсюда, абсолютно без попытки, да, удержать место. Не знаю, мне кажется, может от того, что нет опыта какого-то, и в следующий раз надо как-то быть настойчивее и больше держаться за место, нежели просто там при первом там какой-то угрозе собрать вещи и уйти.